Привет, дорогие друзья! Небольшое вступление. Некоторые из вас внимательно заметили, что 95% мы теперь посвящаем российским властям-ворам. Знак равенства можно ставить. Ворам, властям. Властям, ворам. И произошло это, самые внимательные заметили, после бегства из Херсона. Как будто кто-то сказал, да ну его нафиг, короче. А давай-ка мы расскажем. Смотрите, почему так происходит. Вы, конечно, извините, но я себе представляю. Есть большой красивый дом. Там живут хорошие, умные люди. В большинстве там живут хорошие, умные люди. А первый этаж занял бордель. Бордель с мразями. И вот кто-то говорит, да я сейчас приду в этот бордель, и всех их, короче, это самое. И он приходит, оказывается, он импотент. И вот он в итоге расстреливает весь дом, у людей квартиры, все. А бордель стоит на месте. И тот, кто додумался до вот этого вот, про того надо рассказывать. А еще про тех, кто додумался в лаптях идти покорять Париже. Смотрите, друзья, я иногда завтракаю под федеральные каналы, иногда даже ужинаю. И вот я сегодня смотрю, а там на федеральном канале Российской Федерации происходит звонок в прямой эфир, там транслируется эфир там, организации какой-то. Короче, звонит туда человек, и у него семья, много людей. И 2 инвалида. Взрослый ребенок. Ребенку 9 лет. И он колясочник. А живут они на 5-м этаже, лифта нет. И вот его спускают и поднимают. И он обращается. Ну дайте нам, пожалуйста, сменить квартиру на 1-й этаж. А им говорят, нет, потому что вы не подпадаете под определение малоимущие. Потому что у вас за 10 лет 4,5 миллиона рублей заработка. Это, по всей видимости, еще до того, как они все инвалидами стали. Поэтому не получается. Вот там они что-то решают. А я такой думаю, ну это они же сами виноваты. Сами виноваты. Россия страна возможностей. И любой, даже человек со двора, уличный паренек, такой как Алексей Криворучко, который сегодня является заместителем министра обороны Российской Федерации, каждый может делать себя сам. Как сделал себя обычный парень Леша Криворучко. Давайте посмотрим на биографию. Эта биография располагается прямо на сайте Министерства обороны Российской Федерации. Можете перепроверить. Леша Криворучко, у него несколько высших образований. Он в 2005-м получил первое высшее образование. Но за 6 лет до этого он уже являлся заместителем генерального директора, а потом директором ОАО «Ростовский завод гражданской авиации». То есть парень просто хотел, он стремился. И вот он после школы, вместо того, чтобы там бегать, там, сигареты курить и прочие гадости, он просто взял и решил пойти работать замом директора крупнейшего такого предприятия, которое было организовано еще в 1955 году. В 1955 году. Вот, он идет туда работать, потом становится там директором. За 6 лет до окончания института. Главное хотеть. Конечно же, всякие завистники, вот эти вот все, они говорят, что это каким-то образом, мол, связано с тем, что папой Леши является Юрий Криворучко. В тот же период, который работал в Министерстве транспорта. Министерство транспорта может быть как-то связано с Ростовским заводом гражданской авиации. Но если вы так подумали, то вы и есть тот самый завистник. Никак не связано. Это он всего добивался сам. Равно как его младший брат Борис. Тот тоже всего добился сам. К примеру, младший брат Борис в 23 года совладельцем становится компания Авиатехник Групп. Просто Леша и Борис стремились. Я должен заметить, что Леша, вот в нем увидели потенциал. Потому что парня, который только окончил школу, ставят руководить таким стратегическим предприятием в период, когда как раз таки для авиаперелетов по всей постсоветской истории худший кризисный период. Вообще с Ростовским авиационным заводом в то время, когда Алексей Криворучко, ныне замминистра обороны, им был поставлен руководить, избран, скорее всего, творческим коллективом завода. Его просто избрали. Вот, стали происходить некоторые метаморфозы. То есть он становится почему-то открытым акционерным обществом. Говорят, что это делается для того, чтобы приватизировать, то бишь украсть госпредприятие. Туда назначаются свои люди, которые вовремя могут поставить правильную подпись, и предприятие тогда приватизируется. Даже государственные сайты писали, что такая приватизация была спасением для завода. И вы знаете, завод действительно спасли. Он перешел в крепкие хозяйственные руки некого бизнесмена Саввиди. Если мы поищем
Что такое бизнесмен в Севилье, то мы знаем, что это. Ну вот в Греции, к примеру, он арестован. Пытался попасть на футбол с пистолетом. А, подождите, я, по-моему, не ту ссылку начал искать. Вот правильная, вот настоящая. Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия», собственник завода. Все, вот это все уже, вот это он. Орденоносец, орден за заслуги перед Отечеством, орден Александра Невского, орден почета, медаль ордена за заслуги перед Отечеством, орден Святого Благоверного князя Московского, орден ну в общем, это он. Я должен заметить, что в этом году они собрались таки завод крякнуть. Таким образом подошла к концу 70-летняя история этого предприятия. Ну, а Леша там проработал недолго. Годик проработал, а потом пошел в Аэрофлот. А почему нет? Опыт есть, знания есть. Да и силы есть. И идет он в советники заместителя гендиректора по материально-техническому обеспечению Аэрофлот Российские авиалинии. И надо же такому случиться, что именно в этом году Аэрофлот начинает попадать во всякие неприятные скандалы. Как то, там разного рода дефекты у гражданских самолетов обнаруживаются, из-за чего Аэрофлот вводит в эксплуатацию устаревшие модели и разрывает многомиллионные контракты. И я вам скажу так, Алексей, конечно, к этому отношения никакого не имел. Он посоветовал, сколько вот надо было, и быстренько идет в другое место. Я бы сказал на повышение, потому что попадает он в оборонэкспорт. Он становится главным экспертом, консультантом департамента региональных и офсетных программ Рособоронэкспорта. Смотрите, простыми словами, Алексей попадает в департамент, который занимается продажей вооружения. Вы понимаете, да, что это за деньги вообще, с учетом того, как востребовано было, во всяком случае, до недавнего времени российское вооружение за границей и внутри страны. И тут ничего удивительного нет, что человек, не имевший отношения никогда ни к какому, ни к вооружению, ни к армии вообще, занимается такого рода вопросами. Это потому, что он стремился, а это страна возможностей. Кто стремится, тот получает. Ты стремишься? В том же году стремящийся Алексей Криворучко устраивается на руководящую должность в АвтоВАЗ. То есть к 30 годам это уже его 5-я должность в роли топ-государственного чиновника. Криворучко быстро дослужился до вице-президента компании, после чего оправдывают свою фамилию и доводят предприятие до банкротства. А тут винить его нельзя. Парень только-только школу, можно сказать, закончил. Что вы от него хотели? Ну, где-то что-то, может быть, косякнул, так что поделать. Ну, в общем, обанкроченное предприятие начинает требовать с государства миллиарды. А сам Алексей Криворучко, можно даже называть его хитрожопка теперь, уходит. Сам Алексей Криворучко, при этом после вот таких вот махинаций его можно назвать Алексей Хитрожопка, тихонько покидает предприятие. Его папа, работающий в Министерстве транспорта, не может нарадоваться. Очередная вершина у сына, потому что он идет еще выше и выше и выше. И становится генеральным директором Аэроэкспресса, который осуществляет перевозки пассажиров до московских аэропортов. Там же он близко знакомится со своим директором. Это некто Андрей Бокарев, который является приближенным Сергея Шойгу. Это сыграет значительную роль в дальнейшем продвижении Алексея Криворучко. Ныне генерала, да? Вот, короче, миллиардер Бокарев покупает Калашников. Тот самый Калашников, которым все гордятся. Да? Ну вот спроси у русского, что такое Калашников? Он скажет, горжусь. И я даже горжусь немножко Калашниковым. Калашников изображен на гербах некоторых государств, на флагах. Вы представляете, некоторых африканских государств. Калашников — это легенда. В общем, на 1,3 миллиарда покупаются акции компании Калашников, которые производят 95% всего стрелкового оружия в России. А Алексей Криворучко становится генеральным директором Калашникова. По сути, два друга смогли отжать у российского оборонпрома такое предприятие, которым гордится каждый, да, каждый русский, даже не русский человек. Они оставили государству, ну, чтобы не плакало, четверть акций, остальные принадлежат каким-то непонятным миллиардерам. Таким образом, Министерство обороны сегодня закупает оружие у частной лавочки, которая принадлежит другу министра обороны. И все вот так вот завязаны. А замминистра обороны, который сегодня замминистра обороны, он же являлся как раз таки
руководителем этого предприятия. Как интересно, правда? Конечно же, можно погуглить про владельца Калашникова и всякую гадость найти, связи с преступными группировками. Все. Я в это, честно говоря, не верю и все это с негодованием отвергаю. Не, ну вот серьезно, ну русские говорят зачастую, Калашников наш. А он не ваш уже давно. А чтобы вы понимали, так являясь замом министра обороны, Минобороны, который закупает у концерна Калашников оружие, Криворучко остался совладельцем этого предприятия. Вы скажете, такое невозможно. В 2018 году его отвлекают наконец-то от Калашникова немножечко и говорят, слушай, давай-ка мы тебя назначим замом министра обороны. Назначается он указом Путина. В благодарность за это назначение Криворучко начинает помогать Шойгу разводить Путина как ребенка. Дело в том, что они презентуют строительство некого беспилотника. Альтаир, который в переводе с арабского значит парящий сокол. Пардон, орел. Короче, с 2018 года на этого парящего орла выделяются сотни миллионов рублей, но взлететь у него не получается. И несмотря на то, что в 2021 году Шойгу заявил, что испытания Альтаира уже закончены, он до фронта так и не долетел. Его постигла судьба других беспилотников, как то Ориона, Орлана, пару ланцетов, правда, появлялись на фронте, Альтиуса У, Охотника. Некоторые из этих беспилотников существуют в единичных, ну как опытных образцах. А когда еще задолго до войны сбили Орлан и показали, как он склеен внутри, я подумал, что это фейк, пока мне не подтвердили. Но фишка в том, что несмотря на то, что эти были еще не готовы, Министерство обороны начинает разрабатывать новые. Смотрите, почему так важны это именно беспилотники? И что в них такого прикольного для Минобороны, чтобы воровать именно на беспилотниках? Это очень просто. Ты берешь, привлекаешь экспертов на 50 миллионов долларов, к примеру, да, ну в переводе. Проводишь испытания на 5 миллионов долларов. Делаешь какие-то там доработки за 8 миллионов долларов. Ну, это я мелкие какие-то цифры говорю. С таким никто даже не играется. 80. 100 миллионов давай, беспилотники. А потом они не летают. Ну как по бумажкам, может быть, они где-то есть, но их никто не видел. И сейчас, если вы, конечно же, знаете, так собирают на беспилотники. Практически всем на беспилотники собирают с народа, с миру по нитке. А что по-настоящему взлетело, это доходы Криворучко. У него есть дом на Рублевке, 1500 квадратов, квартира за 2,4 миллиона долларов. На острове в штате Флорида, куда он летал в общей сложности 26 раз. Это все, опять-таки, сообщают злопыхатели. Мы этого, конечно, не проверяли, но судя по тому, где живут дети замов министров обороны Российской Федерации, где живут родственники пресс-секретарей, президентов и так далее, где живут вице-премьер, министр Российской Федерации, у нее сын живет в Испании. Внучка живет в Испании, чувствует себя испанкой, про Россию, про тьфу на нее. Да я вполне этому доверяю. Вот интересная выписка, к примеру, о приобретении Криворучко какой-то фирмы в США, на которую он потом переписал эту квартиру, которая у него есть. Еще у него есть рожденные в США. Двое детей, 6 и 10 лет. То есть это два американских гражданина. Опять-таки информация, конечно, не проверенная. Я всем сердцем верю, что они где-то в Ростовской области родились. Но в крайнем случае в Москве и живут там. Я не знаю почему, с чем это связано, но их же потом не выковырить с Европы. С Европы, со Штатов. Просто удивительная какая-то метаморфоза. Они, рассказывая о том, что Шарий начал клепать их воров, находятся под каким-то там контролем там, а дети министров обороны. У министра обороны сын в Прибалтике. Это как вообще? Замы министров. Гражданство у всех. Жена зама министра обороны ездит в Париже, скупается, когда идут боевые действия. Это как вообще? Короче, смотрите, полный набор настоящего патриотического заместителя министра обороны. Дом на Рублевке, дом в Штатах, дети граждане правильных государств. Надо яхту еще за 15 миллионов, то я думаю, у него есть. Или арендует, ну, может, миллион за раз. Какая ему разница, сколько там миллионов. Это все может быть и у вас. Каждый из вас может этого добиться. Представьте просто, что у вас есть все то же самое. Представили? Откройте глаза. Не опаздывайте никогда на вторую смену, хорошо? Чтобы вот этим вот жилось получше. Я не прощаюсь.